Всем доброго времени суток. Хотела с вами поделиться более-менее хорошей историей, как мне кажется, с хорошим концом. И потому что постоянно в ваших комментариях я вижу такие слова, что вы рассказываете такие плохие истории. Также мне в Facebook, WhatsApp приходят сообщения, почему вы так обсираете. Я все время пишу, что я не пытаюсь именно высказать плохое. Я рассказываю о том, что есть, то, что я на своем опыте пережила, и то, что мне присылают подписчики. Делятся своими историями, за что им вообще моя громадная благодарность. Я выражаю, конечно, слова благодарности за то, что вы делитесь своими историями, потому что это колоссальный вклад именно вот в эту тему, потому что этих историй их очень много, именно, может быть, как бы рукописных, напечатанных на каких-то сайтах и не рассказанных, то есть именно напечатанных. Возможно, я думаю, что те, кто просматривает данное видео именно с этими историями, они, возможно, подчеркнут для себя что-то полезное, я на это надеюсь. Ни в коем случае не пытаюсь очернить или оскорбить какую-то нацию, или кого-то настроить плохо. И это просто истории из жизни. Истории из жизни наших женщин, соотечественниц, женщин из других стран. Со мной, кстати, связывалась женщина не так давно из Мексики. Просила рассказать, что именно и в Мексике такая же ситуация, как египтяне приезжают и женятся на мексиканских женщинах для того, чтобы выехать в Соединенные Штаты. И круг настолько обширный этот женщин, и спасибо хочу выразить вам огромное за то, что вы делитесь своими историями. Многим женщинам это нелегко, это достаточно тяжело и непросто. Спасибо вам огромное, то, что вы набрались мужества и вы рассказали свои истории. Сейчас я хотела рассказать историю девушки, которая поделилась, написала мне в сообщении свою историю, так что я ее буду зачитывать. История получилась достаточно длинная. И поэтому давайте тогда начнем. Здравствуйте, Галина. Недавно попала на ваш канал, наверное, почти все ваши видео пересмотрела. Вы и ваша семья мне очень полюбились. Тематика вашего канала мне очень близка, задела за живое. Я турецкая жена, и еще та Санта-Барбара произошла в моей жизни. Чем больше я смотрю ваши видео, тем больше узнаю своего мужа. Практически один в один поведение. Какая-то жестокость, агрессия. Конечно, менталитеты разные, и не все дано мне понять. Если хотите, расскажу вам свою историю, и слава Богу, что я достаточно быстро выпуталась из своей турецкой истории. Надеюсь, что все позади. Не знаю, как так получается, что хорошие девчонки связывают свою судьбу с восточными мужчинами. Я всегда осторожничала и считала недопустимым какие-либо романтические отношения с ними. Я родилась и живу в Моя семья православная, дедушка священник, бабушка, мои родители и тети поют в церковных хорах. Точнее, даже руководят ими. В общем, пение в храме вся моя жизнь. Но в 24 года мне захотелось получить другое образование. У нас учиться не так дешево, я уехала в Минск к родственникам, поступила и уже закончила институт туризма. Я экскурсовод. Но как так учиться в туризме и фактически ни разу не побывать за границей? Беларусь, Россия, Украина не в счет. Из Беларуси я не могла поехать в Шенген, скорее бы всего в визе мне отказали и понесло меня в безвизовые страны. Я выбрала Стамбул. Очень хотелось посмотреть достопримечательности, узнать, что это такое проживание в отеле и прочее. А также я решила сходить в православную церковь в Стамбуле. Мне было интересно все. Я не хотела отдыхать на море, развлекаться.
У меня были другие духовные и профессиональные интересы. Поездка мне, конечно, понравилась, и не собиралась я ни с кем знакомиться, но все произошло как в сказке. Ехала я из парка Гюльхане, в котором тот самый султанский дворец Топкапы, в отель. Заметила, что какой-то молодой человек смотрит на меня. Я человек скромный, сразу засмущалась, глаза в пол. Но все-таки тоже поглядывала на него изредка. Тем более мы держались за один поручень в трамвае. Потом я вышла на своей остановке и пошла в сторону отеля. Вдруг этот самый молодой человек догоняет меня, говорит мне что-то на турецком. Я ответила что-то на русском, мол, не понимаю. Тогда он обратился ко мне на чисто русском языке. Наверное, это меня и подкупило. Оказалось, что он турок учился в Таджикистане на преподавателя английского. Этакий полиглот. Слово за слово и завязалась дружба. Но мое путешествие подошло к концу, и я вернулась в Минск. Конечно, мы переписывались, конечно, у него миллион комплиментов и уже признание в любви. Через 1,5 мне в Минск приехала мама. Это мне было 28 лет, и я училась уже на 4-м курсе. Мы с мамой решили поехать отдохнуть. Черногория дороже, чем Турция, в Египет не хотелось, в Украину тоже, там началось там не весь что. Решили мы лететь в Турцию, в Кемер. Первый раз мы с мамой выехали куда-нибудь, куда-то далеко за границу, не в СНГ. В общем, этот человек захотел тоже приехать. Я уже была под впечатлением, искренне верила его словам и удивлялась, что наши взгляды на жизнь совпадают. Конечно, гораздо позже я стала понимать, что все это вранье. А моя мама была против нашей свадьбы, хотя он умеет всех обольстить. Язык хорошо подвешен и внешность весьма хороша. Он 75-го года рождения, но выглядит очень молодо. Через год нашего знакомства он прилетел в Астану за мной. Забыла сказать, что за это время я тоже ездила к нему в Стамбул познакомиться с его семьей. Все тревожные звоночки в его поведении и словах я оправдывала. Настолько я ему верила, что мне никак не хотелось поверить, что он совсем не такой, каким представляется. Все эмоции и все происшедшее долго рассказывать. В общем, 5 августа 2015 года с ним я уже прилетела в Стамбул. Жили мы в двухэтажном доме с его родителями, братьями и сестрой. Точнее, на 1-м этаже жил средний брат с женой и 3 детьми, а все остальные жили на 2-м. 21 августа 2015 года состоялась наша регистрация, хотя я малость была в шоке. Платье еще в ателье, ничего не готово, я была в обычном платье. Совсем не празднично получился самый этап, важный для меня день. Он торопил заключить брак, объяснял, что не хочет проблем с законом, если я превышу количество дней пребывания в стране. А само торжество было назначено на 9 сентября 2015 года, ровно год с нашего знакомства. Платье и все дела к 9 сентября готовились. К свадьбе прилетела моя тетя, мама ехать отказалась, и начались мои слезы. На свадьбе неожиданно появился имам и свидетели для заключения никяха. Никях – это исламский брак. Но это было самое главное условие, когда мы с ним и моей мамой обсуждали до свадьбы, что никаких религиозных браков мы заключать не будем. Он клялся и обещался, что так и будет, что в ислам тащить меня не будет, просто с уважением друг к другу будем относиться. В свою очередь, он поставил условие, что будущие дети будут мусульманами. В общем, я была в шоке, договоренность нарушена. Он мне сказал, давай не будем устраивать сцен. Жалею, что я такая слабохарактерная оказалась. Мне было стыдно перед гостями устраивать разборки, я сникла. По сути, я уже вышла за него замуж, заключив государственный брак. Ислам все равно будет идти бок о бок с нашей жизнью, никуда не деться от этого, и нужно уважать. Тем более он буркнул мне, что ему очень важно сейчас заключить никях, иначе ему будет грех жить со мной. А на самом деле для мусульманина без никяха жить с женщиной и девушкой нельзя, потому что это является для мусульманина грехом, конечно. Далее, к слову, я была девственницей, и до этого 9 сентября мы ни-ни. Очень хорошо. Что там говорил имам, я точно не знаю. Муж мне переводил, но верить всему я не могу. Вроде бы ислам не принимала, просто 3 раза повторяла одну короткую фразу, что я принимаю его как мужа.
Я плакала во время всего никяха, я не понимаю, что происходит, как к этому относиться, предательство ли это со стороны мужа, подстава, и как вообще это влияет на мою душу. В общем, я плакала и молилась про себя, а все вокруг радовались и умилялись, что невеста плачет от счастья. Тетя тоже не стала противостоять, просто сидела со мной и успокаивала. Маме я и тетя боялись сказать, не решались. Но все равно через месяц или два я сказала, душа болела. Мама очень расстроилась. Дело не в самом даже никяхе, а в предательстве. Почему он так поступил? Я его оправдывала. Он же теперь хочет жить праведно, ему необходим был этот никях. Но почему он сразу об этом не говорил, когда мы все обговаривали до свадьбы с моей мамой? Ведь он не побоялся ставить условия, что детей в исламе воспитывать хочет. Так почему про никях молчал? С тех пор я перестала ему доверять. Я очень любила его, ведь несмотря ни на какие запреты, я решилась выйти замуж за него. Первая боль, первое разочарование, я продолжала его любить, но доверие уже пошатнулось. Муж меня старше на 11 лет, ранее был дважды женат, но детей не было. Хотя все, что я о нем знаю, я знаю только с его слов. А значит, верить ему нельзя. Это сейчас я понимаю, что неприглядные аспекты своей жизни и своих родственников они никогда не расскажут. Жизнь совместная у нас тоже не гладко пошла. Мы уже жили на съемной квартире, но ссоры случались все чаще. Он просто истязал меня почти каждый вечер, когда приходил с работы, что у меня еда невкусная, что в доме у меня грязно и так далее. А я старалась для него. На ужин по три блюда турецких, в доме к его приходу убиралась. Конечно, я, наверное, не такая чистюля, но я старалась, может, мои блюда не были шедеврами, но не может же быть, что я ни разу ничего хорошего не приготовила. Я переживала, нервничала, тем более я забеременела, эмоционально воспринимала все его упреки. Как-то нервишки расшатались при беременности. Турецкий я очень плохо знала, точнее всего несколько фраз. Естественно, я переживала, как мне рожать в Турции. Муж меня особо не успокаивал, на учет меня не ставил очень долго. Я-то не понимала ничего в этом. Потом он никак не мог выбрать, где мне рожать, в государственной клинике или в частной. А когда я предложила вариант, что я могла бы родить на родине, что мне было спокойнее, и это бесплатно, какой же он устроил крик. Мне беременной совершенно не хотелось скандалить. Я понимала, что это вредно для ребенка. Гулять меня не отпускал, выходить можно было только к его родителям или в магазин. Нужно было заранее у него отпроситься, но это благодаря вашим видео я понимаю, что это все по шариату. Заставил меня носить платок и закрытую одежду. В общем, вся эта обстановочка меня очень удручала. Я вроде тихая, но иногда совершаю очень импульсивные поступки. Я решила лететь рожать. Все-таки он отпускал меня по воскресеньям в храм, я там пела в хоре, это была моя отдушина. Слава Богу, мне девчонки с хора помогли купить билет, сама бы я могла не справиться. А муж как будто предчувствовал, отобрал у меня мой калым, браслеты золотые, под предлогом, что их могут украсть. Он решил их продать, а деньги положить на карточку, но на карточку себе, а не мне. Я понимала, что он пытается лишить меня средств, но я совершенно не сопротивлялась. Мне от него ничего не нужно было. Хорошо, что у меня было достаточно денег в заначке. И так я выдержала всего своего мужа 7 месяцев. Я улетела рожать и ничего ему не сказала. Планировала вернуться после родов, но жизнь распорядилась иначе. Он звонил мне, орал, матерился по-русски. Кстати, до свадьбы он был очень благовоспитан, а после позволял себе орать на меня и материться. Я была в шоке от этого. У нас в семье никто не матерился никогда. Для меня это неприемлемо. Но и кроме матов он такое нес, просто страшно вспоминать эти слова и проклятия. Вот наша с ним жизнь – это ссоры, примирение. Я улетела в на 22-й неделе беременности. До родов он не звонил и не писал мне. Я переживала. Потом 17 июля 2016 года я родила дочку. Но роды были сложные. 5 месяцев реанимации, реабилитации. У дочки ДЦП. Получили инвалидность. Муж приезжал, когда нас выписали из роддома. Дочке было 5 месяцев. Конечно, он радовался дочке, но наши с ним отношения были натянутые.
Дочке летать на самолете не разрешали. Потом муж приезжал в августе в прошлом году. Все это время мы ссоримся, миримся, ссоримся, миримся. Причем всегда он выставляет меня виноватой. Даже если он матерился на меня, я виновата, я довела его. У меня уже истерика. Слава Богу, мы с дочкой живем здесь, у нас все хорошо, несмотря ни на что. Мужа я заблокировала во всех соцсетях, я устала. Сейчас уже почти год мы живем в полном покое. Какое же это счастье. И нет мне дела до этих разборок. У меня сейчас другая задача – ребенка на ноги поставить. Ваша история мне очень близка, хотя я не 11 лет прожила с мужем, но капелька опыта имеется. Очень жду ваши новые видео, переживаю за вас всех. Сейчас пересмотрела новые видео и захотелось вам написать. Простите, что написала очень много, но тут в 2 словах сложно описать. Спасибо, что выслушали. Спасибо вам большое, что вы поделились вашей историей. Было на самом деле очень интересно читать. И вы в своем сообщении также задали вопросы. Знаете, я хотела спросить про никях. Как с точки зрения ислама можно расценивать мой никях? Я не была согласна, но тем не менее не стала противиться. Опекуна и свидетеля с моей стороны не было, то есть мою тетю не спрашивали. А был ли кто-то из турков свидетелем, я не знаю. Получается, что без меня женили. Законно ли это было с точки зрения ислама? Вы знаете, без меня женили. То есть, возможно, даже скорее всего, что на вашем никяхе было 2 мужчины, свидетеля, потому что для заключения никяха обязательно требуется 2 свидетеля мужчины, либо 2 женщины идут за одного мужчину. Но такой никях считается как бы правильным, но в зависимости от разных мазхабов считается. По некоторым мазхабам считается, что если с вашей стороны не было вашего представителя, вашего вали, то замужество нарушено замужество, то такое замужество не считается правильным. Но это в зависимости от мазхаба, на какой мазхаб опирались, когда был заключен ваш никях. Следующее. Тетя, она не идет как ваш вали. Женщина не может быть вали. Вали может быть только мужчина ваш. Так, законно ли это было с точки зрения ислама? Я уже сказала, то есть в зависимости от какого мазхаба. То есть по разным мазхабам, то есть вполне, в принципе, считается, если есть 2 свидетеля, то никях принимается, то есть он как бы считается действительным, но по некоторым мазхабам, если у женщины не было вали вашего представителя, то есть сильный хадис, в котором пророк говорил, что если нету вали представителя женщины, то пророк Мухаммед ﷺ сказал, что такое замужество нарушено. То есть замужество нарушено, он повторил 3 раза. Следующее. У меня ситуация запутанная получилась. Я не замужем и мать-одиночка. В Турции я замужем. Надо как-то потом расторгнуть для очистки совести этот брак. У вас с мужем все равно есть какие-то отношения, насколько я понимаю. Он приезжает. Я не знаю, помогает он вам или нет. Но у ребенка как бы все равно есть отец. И он, несмотря ни на что, он прилетал к вам в ваш город, и вы смотрите по ситуации, то есть как вы считаете, то есть вы не записывали, я насколько понимаю, то есть вы у себя записаны как мать-одиночка. Спасибо большое, что вы сбросили ваши фотографии, вас и вашего мужа, вашей дочки. Спасибо огромное, что поделились вашей историей. Вы замечательная женщина, очень чистая женщина и праведная женщина. И мне было вообще очень интересно прочитать вашу историю. И спасибо за фотографии вашей дочки. Дочка просто ангелочек.
Такая вот история. Мне кажется, вот эта история, она очень хорошая и в чем-то, наверное, поучительная будет для кого-то. И, кстати, вот по поводу, я еще хотела сказать по поводу брака между мусульманами и христианами. То есть мусульманским мужчинам разрешается заключать брак с христианками, то есть с христианскими женщинами, женщинами, которые исповедуют христианство, либо еврейки женщины, либо христианки. Мужчинам разрешается, мусульманам, жениться на ним только на верующих женщинах. То есть в Коране есть аят, который говорит, что вам доступны женщины, но верующие. Самое главное, чтобы женщина была верующей. Вот чем мне понравилась вот эта вот история, что девушка, женщина на самом деле верующая. И мне просто было очень приятно читать эту историю. Спасибо огромное, что вы поделились вашей историей. Если у вас есть какие-то истории ваши, позитивные истории, потому что я не устаю повторять, что мне приходят вот сообщения, вот очень много, почему, Галина, вы так вот, такие истории у вас все плохие. Я с превеликим удовольствием. Плохих историй у меня масса, плохих, как бы, вот таких неплохих историй, а таких вот отрицательного опыта у меня очень много. Историй с отрицательным опытом у меня очень много. С позитивным опытом у меня нету историй. Девушки есть, которые пишут: Галина, моя история другая. Я говорю: ну хорошо, поделитесь. Но многие девушки пишут: вы знаете, мы только-только поженились, или мы только-только собираемся пожениться, и мы вот все стереотипы замужества с арабскими мужчинами, мы все разобьем эти. Я говорю: ради Бога, делитесь этой информацией. Я буду очень рада рассказать о хорошем опыте брака с египтянином, с любым представителем арабской страны. Я с удовольствием расскажу вашу историю. Вы не поверите, как мне это будет приятно рассказать и поделиться с нашими девушками, женщинами вот вашим опытом. Либо вы сами можете наговорить сообщения, либо видео, как вам больше нравится, делитесь, пожалуйста. И это будет колоссальный ваш вклад именно для того, чтобы разбить вот этот стереотип, что вот ничего не получается, что бывают хорошие, что есть хороший опыт, что бывают позитивные истории, что я с удовольствием опубликую этот контент. Пишите мне ваши, делитесь вашими историями. Если у вас позитивные истории, делитесь, даже анонимно. На самом деле это будет очень приятно. И я такую историю расскажу с превеликим удовольствием. Так что пишите мне в Facebook, в Instagram, где вы считаете нужным, делитесь вашими историями, неважно, позитивными или негативными. Это все равно опыт. И это, понимаете, потому что вы, когда делитесь своим опытом, это настолько раскрывает, расширяет вот эту тему. И несмотря на то, что очень многие истории похожи, у каждого своя история, и у каждого какие-то отдельные моменты. И вот эти моменты, они вот как раз и наполняют вот этот вот вакуум, который есть именно вот в этой теме. Именно в теме браков с арабскими мужчинами, браков с мусульманами. И чем больше будет вот этой информации, тем возможно, что мы сможем таким образом помочь